Это видео я вынашивал в себе более 5 лет, и каждый раз сомневался, а стоит ли вообще все это рассказывать. Это видео далось мне очень нелегко, потому что некоторые тайны, о которых вы сегодня узнаете, повергнут вас в шок. Но если я все же решился на это, если это видео вышло, то пусть будет как будет. В этом видео вы узнаете про меня всю правду. Кто я вообще такой на самом деле, чем я занимался до ютуба, расскажу о знакомстве с Катей и какая самая страшная история произошла в моей жизни. Но самое главное, расскажу, как всего один вечер полностью изменил мою жизнь. Приятного просмотра. С чего бы начать? Начну с себя. Меня зовут Саша. Я родился в небольшом белорусском городке с населением чуть больше 200 тысяч человек. С малых лет мне нравилось сочинять музыку и снимать свою жизнь на камеру. Это были два самых любимых дела, которые определенно являлись смыслом моей жизни. Съемки — это своего рода машина времени. Когда ты снимаешь свою жизнь на камеру, то в будущем можно всегда пересмотреть эти видеозаписи и погрузиться в атмосферу того времени, заново вдыхая эти счастливые эмоции. В те юные годы у меня не было своей камеры, поэтому я просил у друзей одолжить любой тапок, который хоть как-то умеет фоткать и снимать видео. Тогда это были первые мобильные телефоны с камерой и первые цифровые фотоаппараты. Мне было лет 13, я направлял камеру на себя и рассказывал, где я, с кем я, что мы тут делаем, куда сейчас пойдем и с кем встретимся. Забавно, но получается, я снимал влоги еще задолго до того, как зародилось такое понятие. Вот и как такой человек мог не стать блогером? Привет, из прошлого. Вторым моим любимым увлечением, как я уже сказал, была музыка. В те юные годы я заинтересовался гитарой и стал погружаться в мир музыки. Чуть позже мама мне пообещала, что если я поступлю в музыкальную школу, меня будет ждать крутой подарок. Я сдал экзамены, меня приняли, и мама купила мне электрогитару. В 16 лет мы с ребятами собрали первую в моей жизни настоящую рок-группу. Мы торчали на репетициях в местных ДК, представляли себя будущими рок-звездами, давали жару и сочиняли песни, пока нас не прогонит сторож. С уверенностью скажу, что это одни из самых ярких и лучших времен моей жизни. Я настолько сильно любил то, чем занимался, что уже трудно было представить свою жизнь без этого. Но в жизни не всегда все происходит так, как нам хотелось бы. Мы с ребятами взрослели, и все стало постепенно рушиться. Кто-то переехал в другой город, кого-то забрали в армию, кого-то украли другие музыкальные коллективы. Вот так все и рассыпалось. Было время, когда я сильно тосковал без всей этой движухи, пытался найти единомышленников и даже пробовал в одиночку писать какие-то песенки, но все это было уже не то. Когда мне стукнуло 20 лет, настали самые ужасные времена для нашей семьи. Я никогда об этом не рассказывал, потому что это правда страшная история. В свои 20 лет я внезапно заболел. Очень тяжело заболел. Каждый день у меня страшно болел живот, и я рекордно быстро терял вес. Это были 1,5 года беспрерывной борьбы со смертью и еще год полного восстановления, когда ты буквально учишься заново ходить. Каждый день приближал меня к смерти. Я превратился в скелет и со временем уже не мог стоять на ногах. Каждый день и каждую ночь я лежал как прикованный к постели и терпел адскую боль. А что врачи? Врачи долго не могли ничего сделать. Я лежал в разных больницах. Меня обследовали на все возможные болезни. Это даже вспоминать страшно, потому что со мной только не делали, на каких только страшных аппаратах меня не обследовали, чтобы найти причину моей болезни. Иногда это было похоже на дикую пытку, но раз за разом ничего найти не удавалось. Мне становилось только хуже с каждым днем. 2013 год мог бы стать для меня последним, если бы мама не добилась направления к известному
белорусскому профессору и доктору медицинских наук Александру Владимировичу Воробью. А ведь этот человек, получается, спас мне жизнь. Ему хватило нескольких дней, чтобы во всем разобраться, затем меня стали готовить к операции. Операция длилась 4 часа, после чего я проснулся уже совсем другим человеком. По словам врачей, у меня был уже запутан кишечник, и во многих местах была страшная непроходимость. Именно она и давала эти дикие боли. Все воспалено, и в некоторых участках были свищи. Если бы не доктор и не моя мама, которая добивалась консультаций самых лучших специалистов, то все могло быть по-другому. Мама вообще мой герой, да и не только мой. Все, кто лично знают меня, знают мою маму как пример железобетонной стойкости и мужества. Даже представить страшно, как она через все это прошла, когда единственный сын постепенно умирает прямо на ее глазах. Страшно представить, как ей удавалось всегда улыбаться и говорить мне, что все будет хорошо, когда у самой внутри все разрывалось. Мама и правда всегда держала лицо. Я за все время страшной болезни ни разу не видел ее слез. Она никогда не показывала мне страх или какие-либо сомнения в том, что все будет хорошо. И если бы она тогда сдалась, если бы перестала бороться и искать выход, то меня бы уже давно не было. После операции врачи поставили мне диагноз – болезнь Крона. Кстати, знаете, у кого еще такая фигня? У мистера Биста. Это самый популярный ютубер в мире. Простыми словами, это воспаление желудочно-кишечного тракта. И на сегодняшний день эта болезнь неизлечима. В 20 лет мне дали первую группу инвалидности. Через несколько лет поменяли на вторую. А еще через несколько лет мне дали третью группу на всю жизнь. Да, все эти годы я был не совсем обычным человеком. Теперь вы знаете обо мне еще больше. После этой страшной истории все изменилось. Болезнь сделала меня другим, очень закомплексованным и неуверенным в себе человеком. Попытки осуществить свои былые музыкальные мечты становились менее реальными. После болезни у меня полностью поменялся круг общения. В те годы я познакомился с интересными, талантливыми ребятами, которые тоже занимались музыкой. Меня тепло приняли в свою компанию, приняли таким, какой я есть. И это вскоре поправило мою самооценку, которая неплохо так пошатнулась после той страшной болезни. Мы с ребятами писали треки и отрывались на всю катушку в полузаброшенной квартирке нашего друга. А у одного хлопца был фотик. Для меня это был прям такой солидный фотоаппарат. Он снимал на этот фотик все наши движухи. И тут со мной стало что-то происходить. Внезапно мой детский интерес к съемкам где-то внутри снова стал дрыгать лапками и давать признаки жизни. Я попросил скинуть мне эти видеоматериалы, потому что мне захотелось смонтировать из них какой-нибудь интересный видосик на память. Именно это и послужило поводом для создания этого канала и дальнейшего его развития. Кто-то из вас, наверное, думал, что этот канал был изначально создан для помощи животным или для освещения проблем с животными, но нет. Сейчас вы узнаете, как все было на самом деле. Это было начало 2016 года. Моя душа буквально требовала стать блогером. Мне хотелось все снимать и монтировать. И в этот момент я задумался о создании канала на YouTube. Своей необычной задумкой я поделился с другом, которого зовут тоже Саша. А давай будем снимать свою жизнь. Снимать все, что придет в голову. Монтировать и выкладывать на канал. А вдруг у нас что-нибудь получится? Ровно 10 лет назад, в ночь с 11 на 12 апреля 2016 года, я открыл ноутбук и зарегистрировал этот YouTube-канал. Названий канала было несколько, потому что никак не получалось его идеально обозвать, вот чтобы раз и навсегда. Но потом пришла идея назвать канал просто Сани. Я Саня и мой друг Саня. Два Сани, ну вы поняли. Но такое название казалось слишком коротким, а еще хотелось дождаться зимы и скатиться на нем с горки. И поэтому через некоторое время я добавил к нему популярное на то время слово «прицеп» – шоу. Сани Шоу. В нашей группе ВКонтакте где-то в самом низу можно найти тот самый опрос с выбором названия для этого канала. В то время каждый третий канал имел название, которое заканчивалось либо на шоу, либо на ТВ, либо на влог, ну и в общем я клюнул на эту попсу. Зря, наверное, но уже ничего не поделаешь, все уже привыкли. Со временем я стал понимать, что конкретно подсел на это блогерское дело. Днем и ночью я сидел за своим стареньким полудохлым ноутбуком и учился монтировать интересные видеоролики.
Это не приносило ни денег, ни славы, ничего кроме собственного удовольствия. А если точнее по цифрам, то за первые 2 года существования этого канала удалось набрать только 600 подписчиков. За 2 года 600 подписчиков. Даже Ди Каприо завидовал такой популярности. На какие только отзывы и оскорбления в свой адрес не приходилось закрывать глаза. Нас постоянно осуждали в комментариях за наш контент, потому что там и правда было много мата и всякой некультурщины. Впрочем, как у большинства тогдашних ютуберов. Но мы никогда не делали ничего плохого, не причиняли и не желали никому зла. Просто веселились и снимали свое безобидное веселье на камеру. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Мы пели песни на помойке, катались автостопом в другие города и даже однажды сделали бассейн на балконе. Этакие эпатажные безбашенные парни, которые, впрочем-то, и не делали ничего плохого. Просто дурачились и снимали это на камеру. Если в этом влоге будет 1000 подписчиков в канале вот этого чувака, я не знаю, я куплю себе машину. Но со временем я стал осознавать, что на таком контенте далеко не уедешь. Но кто будет эту нашу ерунду смотреть, кроме ближнего окружения? Я понимал, что такие видео больше подходят для личного архива, но никак не для широкой публики. А мне безумно хотелось пойти дальше, начать снимать что-то серьезное, что-то, что может понравиться миллионам. И вот опять повторилась та же история, что и с музыкальными группами. Почти все ребятки разъехались, и наша компания рассыпалась. Блогерский дуэт с Саньком тоже не удался, потому что, как показало время, из нас двоих ютубом болел только я. У Санька были другие интересы и планы на жизнь. К тому же мы стали реже встречаться, и поэтому канал очень долго пустовал без новых видео. Но не зря говорят, что завершение чего-то старого всегда ведет к началу чего-то нового. И к этому новому меня привела одна маленькая неслучайная случайность, о которой мы сейчас и поговорим. В общем, я хотел продолжать заниматься ютубом и не собирался опускать руки. Я не прекращал что-то снимать, но уже в одиночку. Некоторые вещи даже садился монтировать, но мне казалось это все дико неинтересным, и поэтому на канал я ничего не загружал и почти никому не показывал. Во мне горело желание делать интересный контент, развивать свои идеи и набирать обороты, но на то время у меня не было даже нормальной камеры. В те времена в моей жизни появилась Катя. Вы много раз слышали ее за кадром, но очень редко видели в выпусках. Наша история знакомства очень простая. Мы с Катей были заочно знакомы, потому что у нас много общих друзей. И однажды я решил написать ей ВКонтакте и подружиться официально. Мы очень тепло общались, ходили в кино, гуляли, и вот так постепенно у нас завязались отношения. Вроде все очень просто, но со временем все оказалось гораздо интереснее. Катя зацепила меня каким-то своим особым отношением ко мне. Она была готова бросить все и всех, и в любую погоду пойти со мной хоть на край света, лишь бы побыть вместе. Ей абсолютно не важно было, что у меня нет денег, что перспективы со мной это мутная история, и что я все еще живу с мамой в свои 24 года. За все время я ни разу не услышал от нее заезженных фраз типа «ты должен», «ты обязан», потому что она видела, что я и сам все это знаю. Она никогда не требовала, чтобы я бросил свои эти дурацкие блогерские мечталки и пошел устроился на обычную работу. Просто она видела, что у меня полная задница амбиций, что я болею этим и хочу посвятить свою жизнь именно любимому делу. Катя видела, как я до слез этого хотел, и всячески меня в этом поддерживала. На годовщину нашего знакомства она замутила для меня просто обезбашенный подарок. Она подарила мне камеру. Настоящую камеру для съемок, чтобы я мог полноценно заниматься любимым делом. На тот момент я все свои видео снимал на старенький телефон, а она пошла в магазин и отвалила пол зарплаты, чтобы подарить мне настоящую камеру для влогов. Она реально поверила в меня, что я не просто какой-то там бездельник, и сделала это, потому что видела, как сильно я этого хотел. А я этого так хотел, вот хоть ты стены грызи. Конечно же, я не мог принять такой подарок, но она сказала, что обратно в магазин его не понесет и сильно расстроится, если я его не приму. У меня все перевернулось.
Мне хотелось тоже для нее что-то сделать, чем-то ее порадовать. Но я даже не знал, о чем она мечтает. А она мечтала всего лишь о счастливой жизни. И вот в моих руках оказалась собственная настоящая камера. И тут мне напрочь снесло крышу. С тех пор я снимал все подряд и не мог насладиться этим процессом. Куда бы мы ни пошли и ни поехали, я всегда брал с собой видеокамеру. Меня зовут Саша, я нахожусь на речке, а Катя там фоткается одна без меня. Я фоткаюсь на хороший фотик, а она фоткается на свою фронтальную камеру. И вот эта вот дама. Снимал себя, снимал животных, снимал природу и даже луну. Моим актером был даже удивленный соленый огурец. Жизнь стала наполняться красками. Я понял, что чтобы чувствовать себя полноценно счастливым человеком и не выглядеть как унылая какашка, я должен быть всего лишь занят любимым делом, потому что моя жизнь без мечты, как розетка без электричества. Вскоре пришел первый, пусть и небольшой успех. Одно мое старенькое дело внезапно стало приносить плоды. Я аж сам не ожидал. У меня наконец-то начал появляться стабильный заработок, потому что до этого я получал лишь небольшую пенсию по инвалидности и, соответственно, висел у мамы на шее. С инвалидностью официально работать не возьмут. Получалось только где-то подхалтурить. Например, с товарищем в гаражах на подай-принеси. Только это же все не то, смешные копейки. И вдруг, наконец-то, у меня получилось что-то зарабатывать в интернете. К тому же еще и на любимом деле. Моему счастью не было предела. Я уже сам стал немножечко помогать маме и дарить подарки своей девушке. А через год я решился купить крутой дорогущий фотик с откидным экранчиком специально для видеоблогеров, в который я влюбился с первого взгляда. Сейчас это просто старинная память на моей полке. А тогда это была моя крупная цель и самая дорогая покупка за свои заработанные деньги. Казалось бы, у меня уже и камеры есть, плюс научился чему-то вроде как, плюс хотение целый вагон. Бери да делай. Но что делать? Что снимать? Вот что, ау? Этот вопрос глубоко сидел в моей голове и как червяк грыз меня каждую секунду моей жизни. Это сейчас все видят большой канал, который каждый месяц посещают миллионы пользователей. Но мало кто знает, сколько ночей я просидел в темноте, пытаясь что-то придумать. Мало кто знает, сколько лет я смотрел на заброшенный канал, мечтая, что однажды я придумаю такую идею, о которой узнают все. Если бы я мог дать вам почувствовать то, что чувствовал тот поехавший худощавый камерофил, ютубошизик, блогероман, который молча стоял напротив мигающей красной кнопки и не знал, что говорить. Мой мозг не хотел выдавать мне классные идеи, а заимствовать что-то у других ютуберов мне не особо хотелось. Я хотел делать что-то свое, хотел запомниться людям настоящим, таким какой я есть, а не стать очередным телом, повторяющим за другими заезженные тренды. Но своих идей, которые вскружили бы мне голову, у меня практически не было. Вернее, я их просто не замечал. Все, что я пробовал снимать, не нравилось даже мне самому. Я видел в результате что-то до боли банальное и простое. То, что не цепляло даже меня. Каждый раз было ощущение, что я сажаю те самые алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Так хорошо погулять по лесу, поснимать влог. Жаль, что у меня не получается. Однажды ночью я психанул, взял камеру и пошел снимать контент. В моей голове было только одно. Все, я болван и неудачник, вот пойду туда не знаю куда и сниму то не знаю что. Один ночью попёрся пешком на другой конец города, чтобы заснять красивый рассвет. Правда, и это видео, как десятки других, я тоже не выпустил в свет. Потому что, кому это могло быть интересно, по правде говоря. Какой-то никому неизвестный чел куда-то там пошел, да, рассвет красивый, но что, в речку не видели? Самое забавное, что в те времена жизнь сама начала мне подкидывать идеи, и я не шучу. Да только я их не замечал. Вот, например, мы с Катей однажды увидели, как по проезжей части бегает маленькая напуганная собачонка. Поймали, ждали хозяина, но никто не пришел. В итоге забрали собачку домой, пофоткали и раскидали объявление в интернет.
Через несколько дней нам позвонила хозяйка собачонки. Рассказала историю, как малышка потерялась и как все это время детишки плакали и скучали. Оказалось, что собачку зовут Боня. Она радостно откликалась на Боню, а когда увидела хозяйку, довольная побежала к ней. Но это не все. Похожая история произошла с бездомной кошкой, которую мы в итоге отвезли одному моему давнишнему товарищу. То есть вы понимаете, да? И жизнь сама указывала дорогу, вернее уже буквально била меня носом в контент. Вот тебе идеи, тупое ты существо. Да когда ж до тебя, болвана, дойдут мои намеки? Нужно не просто снимать видосики про свою жизнь, а с помощью этих видосиков находить семью животным. Но мне, видимо, не хватило ума понять эти намеки судьбы. Это видео я снимал 14 июня 2018 года, прямо за день до той самой даты, с которой начнется новая жизнь. Я был в полном отчаянии, буквально на грани опустить руки. Я помню, что не спал ночами и чувствовал себя очень плохо. Мысли, что я неудачник, съедали меня изнутри. Утром я включил свою новую камеру и уже с потухшими глазами снимал свое очередное, никому не нужное видео. Послушайте, о чем я тогда говорил. Пробую просто вот такие видосы снимать, просто для себя и никому не показывать. 8:56 и там какое-то июня. 14 июня, ну. Вчера был ровно месяц, как я купил тебя, моя Соня. На самом деле у меня большая беда с разговором. Я разговаривать с камерой не могу, не умею. И не знаю, как научиться, потому что я привык общаться с людьми живыми, а вот это вот не живая. Я, наверное, несу всякую чушь. Если я вам надоел, можете уйти с этого видоса. Хотя для кого? Я же для себя это снимаю. Почему? Что я так говорю? Если меня кто-нибудь поддержит там, вы просто поймите, что я не профи. Мне это тяжело дается. Я буду стараться, я буду учиться, и мне надо, чтобы у меня получилось. Потому что это цель, это огромное желание, огромное хотение. У меня за далеких времен, с детства. Я люблю все снимать, фотографировать. У меня, в общем, всегда это было, есть и будет. И я никогда от этого не отвяжусь. Не знаю, может быть, не знаю. Ну, по крайней мере, я дико хочу, но у меня не особо получается, и я психую. Я психую, и дело доходит до того, что я начинаю отказываться от всего. Но так делать нельзя. Но на моем примере должны понимать, что любой цели добиваются силой. А если тебе тяжело, значит ты поднимаешься, значит ты идешь к своей цели. Ну да. Блин, что же я за человек такой? Такой получился вот видос для себя самого. Спасибо, Саня, что досмотрел этот видос до конца. Я знаю, ты досматриваешь их всегда до конца. Ищешь постоянно какие-то косяки в себе. Подписывайся на канал, ставь лайки. И давай уже завязывай с этим. Вот тут вот проблемы. Надо их, отсюда убирать. Все, пока. Да. В тот момент я чувствовал, что это конец, что ничего уже не будет. И это был пик моего отчаяния. В тот же день за ужином мама спросила меня, как там твои успехи со съемками. Я расстроенно ответил, что никак, идей нет, жизнь боль и вообще, похоже, пора завязывать свои дурацкие мечты. Этот разговор я запомнил на всю жизнь. Мама сказала, не торопи события, идеи появятся и все будет, когда время придет. И, блин, вы не поверите, но уже на следующий день это время пришло. Это был самый обычный день, 15 июня 2018 года. Вечером состоялся футбольный матч между сборной Испании и Португалии. Друзья пригласили нас с Катей в кафе посмотреть футбол, где мы задержались допоздна и затем стали расходиться по домам. Именно по дороге домой и случилось то, что вскоре перевернуло мою жизнь. Мы шли по вот этой дорожке напротив Дома культуры. Идем, разговариваем, смеемся, и вдруг Катя меня останавливает и говорит: «Ты это слышал?» Я говорю: «Нет, а что там?» А Катя: «Походу где-то там маленький котенок кричит». И побежала на звук в сторону жилых домов. Я пытался ее остановить, ведь вдруг там кошка с котятами, и мы ее сейчас спугнем. А она меня не слушала и бежала на всех парах в сторону криков. Я побежал за ней и хотел включить фонарик на телефоне, темно же. Но что-то меня дернуло включить камеру с фонариком. Мы подбегаем к балкону, а под ним в самом углу шевелится крохотное черное пятнышко. Один маленький остался, наверное, умер. Зайчка, надо его спасти. Я отдаю Кате телефон с фонариком и лезу под этот балкон.
Дальше вы сами все видели. С тех пор мы с Катей миллион раз прогоняли этот момент в памяти. Насколько это было неожиданно, да и страшно тоже. Страшно за то, что ты вообще не знаешь, что теперь делать. И признаюсь честно, я тогда не очень хотел забирать этого котенка. Не потому, что мне было пофигу на него или лень с ним возиться, а потому что из-за обычной неопытности я боялся навредить. Но и оставлять все как есть и пойти спать домой мы даже не представляли возможным. А как потом спать, зная, что там, на холодном бетоне, медленно погибает маленькая жизнь? В тот момент мы решили, что мы просто вырастим этого малыша и отдадим в добрые руки, ведь у нас уже на то время была кошка, Дунечка. Но блин, ребята, я даже и подумать не мог, насколько я ошибался. Я даже не представлял, что с этой самой минуты наша жизнь станет совсем другой, и что впереди меня ждет все то, чего я даже в самом сладком сне не видел. В общем, забрали котенка домой и стали изучать в интернете всю информацию по искусственному вскармливанию котят без кошки в домашних условиях. Покупали смеси для новорожденных котят, специальные шприцы и бла-бла-бла, о чем вы и так знаете, ведь наверняка уже не раз видели это видео. Котенок, слава богу, рос без проблем, а я с тех пор почти не выключал все свои камеры. Я почувствовал гигантский прилив вдохновения и снимал вообще все подряд. Но вы только представьте, крохотный котенок и безумная любовь к съемкам. Все это идеально сливалось в одно целое. За это время накопилось около 300 гигов видео, а для тех времен это особенно много. И мне захотелось сделать про эту историю видеоролик. Было бы странно, если бы помешанный на съемках шизанутый блогер не сделал про это видеоролик на свой канал. Но в конце видео предложить кому-нибудь забрать котенка в добрые руки. Но в процессе все изменилось. За эти 2 месяца мы поняли, что безумно полюбили этого котенка. Каждый раз мы спешили домой, чтобы включить свою черную маленькую Сонечку и снять на видео, как мы кормим нашу черную маленькую Сонечку. Мы поняли, что уже никому ее не отдадим, а то обращение я так и не вставил в финальный выпуск. Я очень сильно долгое время, я до сих пор переживаю, а стоило ли вообще его брать с собой. Мы так подумали, что оставлять его там, как бы маленького, ну я не знаю, лично у меня бы потом просто душа была бы неспокойна. Мы подумали, что нужно забирать. Вот на всю улицу просто кричит котенок, мяукает. Я не знаю, ну я думаю, все сделали правильно. Но я очень надеюсь. Вся ответственность теперь на нас. Основная задача это выходить его. И потом уже найти ему дом. Мы его ни в коем случае не выбросим. Мы оставим его себе, даже если не найдется хозяин. Ну, я думаю, найдется. Все равно это видео, ну, кто-нибудь да увидит. Куда-нибудь да я его выложу, наверное. Я думаю, может уже стоит попробовать сказать, ну, зрителям, может кто-то захочет котенка себе. Но только если вы адекватный человек, который любит животных, и вы будете ухаживать за ним, и у вас доброе сердце. Заранее бы найти уже человека, который готов забрать его и готов с ним. Вскоре я закончил монтаж и загрузил тот самый видеоролик на еще никому неизвестный, покрытый паутиной, этот YouTube канал. Я помню, что первый месяц просмотров было совсем немного, но мы даже и представить не могли, что потом эта история просто взорвет канал. Про нас писали во всех соцсетях, рассказывали на телевидении и приглашали принять участие в разных передачах. Сейчас все выпуски про спасение новорожденного котенка суммарно имеют более 50 миллионов просмотров, а полная версия про Сонечку до сих пор удерживает позицию самого популярного видео на нашем канале. Я не мог понять, то ли это сон такой, то ли у меня и правда что-то наконец-то получилось. Неужели жизнь может тебя не только покалечить и изуродовать, сделав из тебя живую мумию, но и осчастливить так, как ты даже и не мечтал? Нам прилетали десятки тысяч комментариев от людей, которые были в восторге от нашей работы. Все мои странички были усыпаны просьбами отдать этого прекрасного котенка им. И тут до моей тупой головы наконец-то стало доходить. То есть, если я сделаю видео о любом другом бездомыше, также душедробительно расскажу его историю и покажу его во всей красе, то тогда, возможно, его также захотят забрать. А ведь это идея, почему бы не попробовать? И тут буквально из ниоткуда, как по волшебству, на моем пути появляется бездомный щенок.
Было стрёмно его забирать, ведь канал на тот момент еще был совсем слабенький. А это даже не котенок, это собака. Но и оставлять малыша на морозе, да это даже не рассматривалось. Поэтому пришлось принимать правила игры. Я помню, как нес этого щенка домой и говорил Кате: если мы сейчас с помощью видео на ютубе найдем хозяина этому лохматому пельменю, то будем заниматься этим делом на постоянной основе. Дома я включил камеру и, как обычно, стал снимать на видео все происходящее. Как мы его мыли, кормили, знакомились с нашими котами, как спал на ручках и даже похрапывал. Затем все это смонтировал, рассказал об этом песике в видеоролике и попросил зрителей помочь найти ему семью. Мы были шокированы, сколько людей хотели забрать этого щеночка. Из сотен желающих мы отдали парню из Гомеля, который больше всех интересовался собачонкой. На сегодняшний день оба выпуска с Ютиком посмотрели более 15 миллионов раз. А это видео навсегда стало моим самым любимым видеороликом. Во-первых, это была официально наша первая история, когда мы с помощью видеоролика на ютубе нашли бездомную семью. А во-вторых, это происходило в самую лучшую эпоху моей жизни, когда прямо на глазах сбывалась моя многолетняя мечта. У нас получилось отдать щенка, и тогда я понял, что не просто могу и хочу продолжать этим заниматься, но и будто должен гнуть эту линию. Жизнь сама вывела меня на этот путь, и это не просто так. Как бы не было страшно подбирать умирающих животных, как бы не было тяжело, что его не получится вылечить, и как бы не было больно некоторых из них хоронить. Да, и такое у нас бывало. Приходилось делать все возможное, ведь лучше попытаться, чем пройти мимо и не сделать ничего. А еще я же блогер, я лицо и голос, и поэтому приходилось постоянно работать над собой, над своей речью, голосом, над подачей информации, над монтажом и качеством контента. Изучать алгоритмы ютуба, анализировать зрительский интерес, наблюдать за другими каналами и помечать их ошибки. Короче, работать, работать и еще раз работать. Ты хотел этого? Получай. Саня. С тех пор наш канал раз за разом продолжал пополняться счастливыми историями, как бездомные зверушки находят новый дом. Молоденький брошенец с ранкой на шее, который оказался на участке нашей подруги и который вскоре покорил миллионы сердец. Серенький малыш, который забрел к нам на пикник. Выброшенный черно-белый котенок, которого поедали сотни блох. Кот, привезенный и брошенный за городом руками какого-то, нехорошего человека, скажем так. Из этого кота мы потом доставали стаю клещей. И многие-многие другие. Год за годом, история за историей. Мы помогали всем, кто встречался на нашем пути. Лечили и затем с помощью этого канала находили дом и отдавали в добрые руки. Спустя год, прямо в ночь перед Рождеством 2020 года, я встретил свой первый 1 миллион подписчиков. 1 миллион подписчиков, вы можете себе это представить? Если бы кто-нибудь сказал вот этому парню, что у него будет 1 миллион подписчиков, или вот этому вообще, смог бы он тогда поверить? А ведь у него это и правда случится. Я не спал до 4 утра, чтобы заснять этот переход, и как же я был рад каждому из вас. Это был самый чудесный подарок, к тому же еще и на Рождество, будто сам Всевышний мне его вручил. Подарок для человека, который безумно любит свое дело. Я был невероятно счастлив, что мне подарили шанс стать кем-то в этой жизни. Счастлив, что могу нести какую-то пользу в этот мир. Счастлив, что в меня поверили миллионы людей. Что мной гордятся мои друзья, мои родные и моя любимая мама. И я счастлив, что оправдал ожидания своей второй половинки, которая поверила в меня и верила на протяжении всего моего пути. А еще через полгода я встретил 2-й миллион. Всего через полгода, да еще и на днюху. Что это, если не чудеса? Когда я был в сильном отчаянии, жизнь подложила на моем пути беспомощного котенка, а я просто делал то, что подсказывало мне сердце. И у нас все получилось. А значит, получилось бы и у вас. Той ночью под балконом я нашел новую жизнь и нового себя. Именно Соня подарила нам идею помогать животным и заниматься любимым делом одновременно. Многие из тех, кому мы помогли, могли бы прожить совсем другую судьбу, если бы той ночью после футбольного матча мы просто пошли другой дорогой. Сколько бы животных ни прошло через наш канал, именно Соня навсегда останется его главным лицом. Лицом канала Сани Шоу.
Теперь вы знаете почему. А тем, кто тоже ждет свою волну, хочу сказать вот что. Переслушайте это, когда покажется, что опускаются руки. Иногда мне кажется, что за нами будто кто-то или что-то наблюдает. Какая-то невидимая сила проверяет, насколько сильно мы чего-то хотим и на многое ли готовы ради этого. И только потом на тебя внезапно сбрасывается либо все, либо ничего. Поэтому, если ты хочешь чего-то добиться, то или делай до победы, или не так уж ты этого и хотел. А если не так уж и хотел, то оно и не придет. Вот и вся правда. Любая тяжесть — это всегда проверка. Вынеси ее достойно. И не пройди мимо своего счастья, ведь оно может ждать тебя где угодно, даже под балконом пятиэтажки.